Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора ВФНСС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну, мы начинаем. Зепп Дитрих и Макс Фюнши поехали в первые и вторые батальоны Лейбштандарта, чтобы получить ясное представление о сложившейся ситуации. В 11:50 вернулся посыльный с плохой вестью о том, что они оказались отрезанными на восточных окраинах Эскельберга. Вторая рота Лейбштандарта попыталась вызволить своего командира из критической ситуации, но им помешал интенсивный пулеметный и артиллерийский огонь противника. Атака 15-й роты Лейбштандарта также была отбита огнем оборонявшихся англичан. Усиленный взвод 6-й роты 2-й танковой бригады под командованием лейтенанта Кордера потерял 4 танка и не смог преодолеть открытое пространство. Лейтенант Кордер и фельдфебель Крамель были убиты в паре сотен метров от Эскельберга. Оказавшийся в окружении Зепп Дитрих был хорошо виден. Он находился в 50 метров от позиции противника. Его автомобиль стоял у дорожного препятствия. Штабной автомобиль горел, а из кювета поднимались густые клубы дыма. Топливо пролилось в кювет, и загорелась сухая трава. В то время как это все происходило, Дитрих и Фюнше, с головы до ног в грязи, спасаясь от огня, залегли в узкой трубе, проходившей под переездом дороги. 5 наших средних танков Т-4 и взвод легких танков Т-2 пошли в атаку в направлении окраины Эскельберга. Танки двигались левее дороги, наступали через парк, который упорно обороняли англичане. Англичане подожгли горючее, которое вылили на дорожки парка, так что дальнейшее продвижение танков стало невозможным. Все расположение нашего полка подверглось интенсивному артобстрелу. Только около 15:00 третьему батальону Лейбштандарта удалось прорваться в юго-восточную часть Ворму. Наш командир Зепп Дитрих в 16:00 был наконец вызволен из затруднительного положения штурмовой группой 1-го батальона Лейбштандарта под командованием Эрнста Мейера. К сожалению, был убит командир одного из штурмовых отрядов. Он был первым военнослужащим унтер-офицерского состава полка, награжденным Железным крестом 1-го класса за польскую кампанию. Второй батальон Лейбштандарта неуклонно рвался вперед, несмотря на упорное сопротивление противника, стоявшего насмерть. Наши гренадеры брали дом за домом, и около 17:00 смогли пробиться к рыночной площади Ворму. Все контратаки противника были отбиты. Во время внезапной атаки вражеских танков был ранен командир 2-го батальона Лейбштандарта штурмбанфюрер Шутцек. 2 танка противника были подбиты и загорелись. Полк взял в плен 11 офицеров и 320 солдат противника. В Ворму было захвачено огромное количество артиллерийских орудий, автомашин и боеприпасов. В 23:10 наш полк при поддержке танков возобновил атаку и вынудил англичан отступить. За ночь были взяты в плен еще 6 английских офицеров и 430 военнослужащих рядового состава. К рассвету полк, не встречая серьезного сопротивления, вышел к важнейшей дороге. Войска противника на участке полка были полностью рассеяны и пытались спастись бегством на север к Дюнкерку, бросая военную технику и снаряжение. Дороги, ведущие к побережью и гавани Дюнкерка, были полностью забиты. Бесконечные колонны английских грузовиков, танков и орудий сделали невозможным любое движение по ним. Количество брошенной противником военной техники было огромным. Отступление англичан приняло характер беспорядочного бегства. В 15:45 из штаба 14-го танкового корпуса был передан приказ выйти из боя и готовиться к маршу. Моторизированный полк СС Лейбштандарта Адольф Гитлер переходил под оперативное управление 9-й танковой дивизии и должен был преследовать бегущего в Дюнкерк противника. Но в 18:00 по неизвестным причинам этот приказ был отменен. И опять мы только наблюдали за англичанами, оставаясь в бездействии. Нам не разрешали продолжать наступление. Оставалось смотреть, как англичане оставляют Дюнкерк и под ударами нашей авиации исчезают за Ла-Маншем. Каким бы оказался дальнейший ход войны, если бы танковой группе фон Клейста разрешили продолжить запланированную операцию против Дюнкерка и взять в плен британский экспедиционный корпус, можно только представить. Сражение против англичан окончилось. Мы не участвовали в завершающей фазе Дюнкерской операции. 4 июня полк перешел в ведение командования 6-й армии и оказался в районе Камбре. Сражение на Соmme началось, и французские позиции здесь подверглись мощным ударам германских войск, которые быстро привели к ряду прорывов фронта. Наш полк находился рядом, чтобы двинуться в направлении Амьена или Перрона через развилки дорог Бапомы.
Противник подтянул свежие силы. Наверное, им было приказано остановить глубокий прорыв германских войск и выиграть время для отхода французских войск, сражавшихся на Соме, чтобы успеть создать новый рубеж обороны за Уазой. Но существовала возможность и того, что противник попытается в течение ночи быстро отступить к югу. Поэтому 8 июня планировалось атаковать 4 дивизиями и прорваться в юго-западном направлении. Полк был передан под оперативное управление 3-й танковой дивизии. Атака началась по плану. Прорыв французского фронта был расширен. 9 июня мы были переброшены на участок 44-го армейского корпуса и получили приказ выдвинуться к Суассону, а затем в юго-восточном направлении. К тому времени, когда мои стрелки-мотоциклисты переправились через реку Эна к западу от Суассона, они были смертельно уставшими. Но времени на сон не было. Мы должны были за ночь пройти через лес Виллер-Контре, а потом выйти к Ла-Ферте-Милон. Глубокой ночью мы въехали в темный лес и медленно двигались по дороге, которая была сильно разбита минами и бомбами. 124-й пехотный полк расположился лагерем по обе стороны большой дороги в лесу. Вскоре мы миновали наши последние позиции боевого охранения и выехали на ничейную землю. Французские солдаты добровольно сдавались. Они большей частью принадлежали к 11-й французской дивизии. Нам мешал густой буковый лес, где мы в любой момент ожидали, что наткнемся на противника. И каждый звук, казалось, говорил о присутствии врага. Это продвижение через лес, очевидно, имело особый смысл для Зеппа Дитриха. Именно здесь, во время Первой мировой войны, он впервые принял участие в танковой операции и уничтожил свой первый вражеский танк. Около 4 часов мы достигли Виллер-Котре и взяли в плен некоторое количество французских солдат. Вся ситуация уже несла на себе печаль неминуемого краха французской армии. Разрозненные части 11-й дивизии французов оказывали лишь слабое сопротивление. В 5:00 мы выдвинулись в направлении Ла-Ферте-Милон и в лесу в 4 километрах к югу Виллер-Котре взяли в плен еще некоторое количество солдат 11-й дивизии. На небольшом расстоянии от Ла-Ферте-Милон наши передовые подразделения попали под обстрел пехоты противника, но затем деревня была быстро взята. Первому батальону Лейбштандарта удалось сходу взять Шато-Тьерри и продвинуться до взорного железнодорожного моста. Шато-Тьерри, важный для немцев город, был покинут французами. Но огонь тяжелой артиллерии обрушился на его пустые улицы, превращая спящий город в довольно неуютное место. 11 июня мой авангард последовал в направлении Монренила. Мы сходу прорвали несколько рубежей сопротивления противника. Я с трудом сдерживал своих гренадеров. Начался бросок на Марну. На следующий день в 5:30 мы проехали через Монрил и застали врасплох французов во время их побудки. Они охотно бросили оружие и вышли на главную улицу. В 9 часов мы достигли Марны-у-Сенож. Огнем из крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек были рассеяны колонны противника на южном берегу реки. Еще до того, как мы уступили свою позицию 2-му батальону Лейбштандарта Адольф Гитлер и взялись преследовать уже разбитого противника. Несмотря на то, что мы достигли намеченных целей, выход к северному берегу Марны, 2-й батальон Лейбштандарта форсировал реку Сенож, чтобы создать плацдарм и таким образом обеспечил возможность последующей атаки железнодорожной насыпи у излучины Марны. В 18:50 был взят Муае, насыпь была захвачена. Созданием этого плацдарма дальнейшие операции в течение нескольких последующих дней проходили более гладко, а противник был лишен возможности закрепиться в излучине Марны. В течение ночи полк опять перешел в подчинение 9-й танковой дивизии. В 12:45 незабываемого 14 июня мы прослушали специальную передачу. Германские войска с раннего утра входят в Париж. Солдаты 11-й роты Лейбштандарта Адольф Гитлер ворвались в церковь и стали звонить в колокола. Мы молча стояли и слушали торжественный звон. Никто не веселился, не произносил победных тостов, не жгли костров. Растроганные, мы воспринимали это как факт и глазами провожали эскадрильи наших пикирующих бомбардировщиков Ю-87 штука, летевших через Марну и несущих смерть к югу от Парижа. Вечером того же дня пал смертью храбрых один из наших лучших командиров. Он стал примером для всего своего взвода. Мы продолжали продвигаться на юг через Монмирай и Невер с приказом создать плацдарм через реку Алье, недалеко от Мулина. Мост на автомобильной дороге был взорван французами на наших глазах. Взрыв произошел в то самое время, когда лейтенант 10-го стрелкового полка попытался перейти на противоположный берег. Офицер упал вместе с мостом в быстрые воды Лауры. Однако нам удалось захватить железнодорожный мост.
Он был подожжен французами, но огонь не смог разрушить металлическую конструкцию моста, и мы смогли создать плацдарм. Противник оказывал лишь слабое сопротивление, хотя в распоряжении французского верховного командования находилось все еще 70 боеспособных дивизий. Но французская армия уже не желала воевать. Нам встречались лишь отдельные очаги серьезного сопротивления. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.